Приветствую вас! На рубеже 1950-60-х годов в Советском Союзе стала необычайно популярна тема грузовых автомобилей с кабиной, расположенной над двигателем. Перспективность бескапотной компоновки подтверждалась не только зарубежными разработками, но и успехами в этом направлении на заводах КАЗ, МАЗ, ГАЗ. Данная компоновка имела свои плюсы. При тех же габаритных размерах автомобиля грузовая платформа имела уже большую длину. Улучшалась обзорность дороги с водительского места, а водителю достаточно откинуть вперед кабину, чтобы иметь полный доступ к двигателю для ремонта и обслуживания. Завод имени Лихачева хоть и выпускал капотные грузовики, от идеи создания своего бескапотного грузовика сторониться не стал. И вскоре, после того, как на конвейер был поставлен вполне удачный ЗИЛ-130, начались работы и над бескапотной версией 130-го. Разработкой будущего ЗИЛовского бескапотника занималась группа инженеров-конструкторов под руководством талантливого главного конструктора завода ЗИЛ Анатолия Криера. И в декабре 1964 года, после 2 лет поиска подходящего варианта экстерьера бескапотной кабины, первый опытный бескапотный грузовик под индексом ЗИЛ-С169А был готов. Основой ЗИЛа стала штампована клепанная сварная рама, усиленная вставками коробчатого сечения, на которой базировались заимствованные узлы и агрегаты от капотного ЗИЛа-130, такие как бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель, трансмиссия, элементы рулевого управления, пневмооборудование, приборы. Из-за изменившейся компоновки инженерам пришлось установить новый радиатор, учитывая подъемную кабину и новую рулевую колонку, снабдив ее универсальным шарниром, позволяющим наклонять ее вместе с откидывающейся вперед кабиной, а также модернизировать приводы сцепления и коробки передач. Помимо этого, у автомобиля была еще одна особенность. Его передняя подвеска колес была сделана независимой, бесшкварневой, с расположенной вдоль рамы торсионами в качестве упругих элементов. Впервые на этом грузовике были установлены бездисковые колеса, которые в дальнейшем нашли свое применение на грузовиках Камского автомобильного завода. Но самой отличительной особенностью ЗИЛа С169А стала цельнометаллическая трехместная кабина с большой площадью остекленения, что вкупе с отсутствием капота давало водителю отличную обзорность. Большое панорамное ветровое стекло состояло из 2 половинок и было расположено под определенным углом. Также улучшению обзорности способствовали большие боковые окна и заднее большое прямоугольное окно, занявшее почти всю ширину стенки. Не забыли конструктора и о водителе с пассажирами. Внутренняя ширина кабины позволяла там разместиться вполне вольготно, с любым телосложением и ростом. Водительское сиденье имело регулировку продольного перемещения, а рулевая колонка регулировалась по высоте и имела небольшой наклон в горизонтальной плоскости. Вентиляция кабины осуществлялась при помощи 2 воздухозаборников характерной формы, расположенные по бокам кабины сразу за дверными проемами, под боковыми окнами, а также дополнительно при помощи люков на крыше кабины и поворотных дверных форточек. Благодаря бескапотной компоновке кабины появилась возможность существенно увеличить размеры грузовой платформы, а следовательно увеличить и грузоподъемность автомобиля до 6 тонн, против 5 тонн у ЗИЛа-130. В марте 1965 года грузовик отправился на заводские испытания совместно с нами, где он ездил по дорогам с различным покрытием в разных условиях, от равнин до горных дорог Кавказа. И в целом они прошли успешно, а испытатели подтвердили высокие технико-экономические характеристики машины. Были также выявлены ряд преимуществ перед капотным ЗИЛом-130. Во-первых, это маневренность. Управляемые колеса поворачивались на 45 градусов, что в сочетании с колесной базой размером 3250 мм позволяло уменьшить радиус поворота с 8 метров до 6. Во-вторых, плавность хода, хорошая обзорность водительского места и более удобная погрузка и разгрузка за счет того, что грузовая платформа была ниже на 128 мм. Но несмотря на все эти преимущества, бескапотная модель ЗИЛа так и осталась опытной и серийное производство не пошла. В министерстве посчитали нецелесообразный выпуск бескапотного грузовика параллельно с капотным ЗИЛом-130, ввиду того, что запуск бескапотного варианта требовал дополнительных затрат. Но все наработки по ЗИЛу С169А не пропали даром.
а в дальнейшем легли в основу разработки другого бескапотника, но уже дизельного, ЗИЛа 170, который впоследствии станет КАМАЗом. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!